Добрый день, уважаемые инвесторы, участники проекта. Добрый день все, кто следит за развитием событий, кто интересуется этой темой. Всем добрый день. Смотрите, у нас сейчас, как мы уже и говорили, наступает интересный период. Этот период связан с подготовкой документов для подачи заявления о завершении строительства. Чем он отличается от обычных периодов? Ну, скорее всего, можно отметить один признак. Это устранение замечаний, которые мы выявляем, а также устранение недоделок. Потому что основные объемы сделаны, и сейчас вот такой период. Он достаточно сложный, потому что сколько ни говори, халва во рту слаще не становится. Поэтому мы постоянно стимулировали субподрядчиков, подрядчиков к тому, чтобы они доделывали все до конца. Но по старой русской привычке все на потом, все на авось. Ну вот эта авось и подводит их теперь. Хочется отметить, что вчера наконец-то было уложено основное полотно асфальтного покрытия. Остались уже небольшие участки. Ну, в принципе, по одному из въездов участок вдоль бордюра и один колодец отделать, и в районе Сухих Городирин сделать и тротуары. При хорошем раскладе это часов на 6-5 работы. Ну и, как всегда, да, не хватило суток, чтобы это все доделать. Сейчас сидим, наблюдаем, ждем. В окно даже видно, подадут асфальт или не подадут. Ну, если не подадут, будем поддавать стимулом. Да, стимул — это такое копье, которым погоняют вьючных животных. Да, вот. Будем создавать стимул и стимулировать наших подрядчиков. Чему посвящен сегодняшний ролик этот наш? Он посвящен одному интересному событию. Сегодня, наконец, мы приступили к опрессовке системы хладоснабжения. Все трубы сварены, обварены, и мы опрессовали ее. Система держит. Следующим шагом будет промывка ее. Промывать будем очищенной водой и заодно испытаем, как работает у нас станция водоочистки. После промывки можно приступать к следующему этапу. Это к заправке системы хладоснабжения раствором этиленгликоля. Так что у нас впереди еще один интересный этап. Но самое главное, что все трубы собраны, проверены, ну и готовы к очередному этапу. Это очень большой объем работы был сделан. Длился он несколько месяцев, даже полгода, даже больше полугода. Еще с конца прошлого года. Вы сами в кадрах видели. Поэтому это знаменательное событие. Также знаменательным событием является завершение монтажа шумозащитного экрана. Сегодня выполнили пристыковку его к шумозащитному экрану нашего соседа справа, Green City, дата-центр. И осталось небольшую секцию вставить 3D-заборчика зеленого для подстыковки к основному забору нашему. И это будет такая вот последняя точка в этой работе по ограждению участка. Останется нам на шумозащитный экран поставить короб, желоба, и туда уложить кабельную продукцию, та, которая шла по старому ограждению, принадлежавшему Технополису.
Так что еще один шаг большой сделан. Работы, которые вот масштабные, массивные, которые потребовали и финансовых затрат значительных, и значительных затрат времени, и организационных затрат. Из серьезных работ, которые у нас еще не выполнены, это подключение второго водоснабжения. Собственно говоря, участок, который проходит вне нашей территории. Сейчас выполнены шурфления, вскрыли стенку камеры и сейчас вскрывают участок до оголовка трубы. А на этом пути у нас там лежит теплотрасса Технополиса, лежит дренаж, лежат асбоцементные трубы, в которых проложены кабели телекоммуникаций. Самая главная задача – их не повредить. Надеюсь, пройдем этот участок достойно. И, в принципе, можно говорить о том, что мы, по большому счету, готовы вызвать сюда комиссию для получения предварительного заключения о готовности объекта. Работа этой комиссии будет бесплатна, и замечания, которые будут выявлены, не потребуют от нас дополнительных финансов в качестве оплаты штрафов там, и прочих таких неприятных вещей. Но, надеюсь, мы не упадем лицом в грязь, что замечания будут не столь объемными и не потребуют для устранения больших финансовых средств. Мы с вами уже говорили о том, что вот мы основное тело инвестирования проекта собрали. Нужны будут определенные средства в размере там, порядка 300 миллионов, это оценка, для того, чтобы вот все завершающие работы выполнить, оплатить работы по устранению замечаний, дополнительное оборудование приобрести и запустить производство. Это предварительные оценки были сделаны, но надеюсь, что они будут достаточно точными. Еще стоит отметить, что мы постепенно расширяем штат сотрудников. Приходят к нам квалифицированные работники. Сегодня еще одного сотрудника приняли. Также в прошлом ролике я говорил о том, что мы открыли прием на работу. На сайте у нас будут опубликованы вакансии, но не надо полагать, что эти вакансии окончательные, потому что могут потребоваться определенные корректировки, потому что люди, прочитав те специальности, которые уже могут решить, что они сюда не подходят. Не надо так полагать, надо смотреть на себя, хотите ли вы расти, есть ли у вас потенциал для роста, есть ли желание расти, и обращайтесь. Просьба только, чтобы не надо с других стран обращаться, не надо обращаться поварам, менеджерам. Не тратьте зря время, поверьте. Будет отказ, потому что менеджеры не нужны. Нужны технические специалисты, нужны станочники, нужны операторы станков с ЧПУ, нужны операторы штамповочного оборудования, операторы термопласт автоматов, машин для литья под высоким давлением, специалисты по цветному литью, инженеры-конструктора нужны. Те специальности, которые позволяют создавать прибавочный продукт. Кстати, многие полагают, что названия роликов какие-то такие близкие к фене, жаргонизмом. Но смею вас заверить, что вы глубоко ошибаетесь. Но если я вам скажу сейчас, ребята-операторы, принеси мне курву, что вы подумаете?
Что такое Курова? А Курова – это трасса, которая измерена курвиметром. Что такое курвиметр? Это инструмент, позволяющий по карте измерять длину, дорожки, тропинки, траектории сложного профиля. Этот инструмент называется курвиметром. А трасса, которая им обмерена, называется курва. Просто речь. Точно так же «не сифонь, закрой поддувало» – это не что иное, как знак, дорожный знак. Мы все привыкли к дорожным знакам, но немножко однобоко, потому что эти знаки устанавливаются не только на автомагистралях, где ездят автомобили, но и знаки, которые устанавливаются на железной дороге. И в частности, в свое время по железным дорогам двигались паровозы, и при приближении к объектам, опасным по воспламенению, это лесные массивы, железнодорожные вокзалы, мосты, склады пиломатериалов, они легко могли воспламениться от искр, которые вылетают из трубы, а также с поддувала паровоза. Поэтому, когда машинист приближался к такому участку, там стояла надпись, знак такой, и написано «не сифонь, закрой поддувало». Сифонить – это значит не продувать топку для увеличения тяги паром и закрыть поддувало, чтобы оттуда не выпали угли. На самом деле это предупреждение хейтерам. Вы, ребятки, приближаетесь к тому моменту и к тому участку, где можете погореть со своими подходами. Вот вас и предупредили, не сифоньте. И поддувало прикройте. Потому что все те ваши аргументы, которые вы приводили, они разрушены. А вы даже не извинились. Так что не сифоньте, ребятки. И поддувало прикройте. А то ваши попытки скатиться и загадить все комментарии политическими бреднями остаются не более чем вашими бреднями. И чем больше вы будете бредить, тем ниже будет восприятие всех остальных зрителей, читателей тому, что вы пишете. Так что предупреждение вам сделано, а вы вникаете. А то и погореть можете, ненароком. Потому что вот это все то, что вы пишете, создает вам определенную карму. А от кармы пострадать можно очень хорошо. Включайте там что-то, если у вас что-то есть, что включать. Потому что зарабатывать деньги на том, что вы поносите все и вся, вы добра не сделаете. А на чем там дальше история на вас отыграется или судьба, да? А может, на ваших детях. А может, на ваших близких. Потом захотите что-то поменять и не сможете. Поэтому не пакостите, живите по совести. И у вас все будет нормально. А мы же постараемся приложить еще больше усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки достичь намеченных целей, запустить производство. И надо понимать, что строительство это было не самым сложным участком или этапом реализации проекта. А сейчас мы входим в достаточно серьезный этап разворачивания производства. А это, поверьте, не такое простое задание, не такая простая задача, как может показаться. Потому что тут уже по системе то ли что-то длинное, то ли что-то короткое. Потому что набрать людей нужно дать работу. А чтобы дать работу, нужно запустить производство и так далее. Это взаимозависимые процессы, которые надо запускать сбалансированно. Они должны быть уравновешены. И программу запуска мы представляем себе, как это делать. Конечно, мы не будем громогласно заявлять, как это делается и что мы будем делать, потому что есть такая мудрость, которая гласит, если хочешь рассмешить судьбу, то поделись ты с ней своими планами. Так что, коллеги, хороших новостей, надеюсь, будет с каждым днем все больше. Они будут интереснее. И
будут больше и больше создавать уверенности в вашем выборе. Спасибо за внимание. Берегите себя. Хороших дней. До свидания.